Перед тем, как мы начнем, у меня есть к вам небольшая просьба. Если вам нравятся жуткие истории, загадочные события и рассказы, которые еще долго не выходят из головы, подпишитесь на канал. Здесь вас ждет еще много пугающих и необъяснимых историй, от которых по спине пробегает холодок. А теперь сделайте звук чуть громче и приготовьтесь услышать историю, которая произошла со мной одной ночью. Когда я переехал в новую квартиру, в почтовом ящике меня ждала записка. Всего одна строчка. Если телефон зазвонит в 3:03, не отвечай. Я подумал, что это чья-то глупая шутка, и выбросил записку. Но через несколько дней, ровно в 3:03 ночи, зазвонил мой телефон. Номер был неизвестен. Я не ответил. На следующую ночь звонок повторился. И еще раз, и еще, каждую ночь. Всегда в 3:03. На седьмую ночь любопытство победило. Я поднял трубку и услышал собственный голос. Голос сказал всего одну фразу: «Не открывай дверь через 2 минуты». В этот момент я посмотрел на часы. 3 часа 3 минуты. А потом в квартире кто-то постучал. В этот момент я посмотрел на часы. 3:03. А потом в квартире кто-то постучал. Тук, тук, тук. Звук раздался из коридора. Прямо за входной дверью. Я замер. Телефон все еще был возле уха. Несколько секунд стояла тишина, а потом мой голос снова заговорил. «Не открывай, что бы ни случилось, не открывай дверь». Я хотел спросить, кто он, но звонок оборвался. И сразу после этого стук повторился. Тук, тук, тук. На этот раз сильнее, будто кто-то начал злиться. Я подошел к двери очень медленно и посмотрел в глазок. Снаружи никого не было, пустой подъезд, лампа на площадке едва мерцала. Но прежде чем я успел отойти, лампочка погасла. Я продолжал смотреть в глазок. Ничего, абсолютно ничего, подъезд был пуст, слишком пуст. Но чувство тревоги не исчезало, наоборот, становилось сильнее. Мне казалось, что кто-то стоит прямо за дверью и ждет. Внезапно телефон снова зазвонил. Я вздрогнул. Неизвестный номер, тот же самый. Я сразу ответил. «Не смотри в глазок», – произнес мой голос. Слишком поздно, внутри все похолодело. Я медленно отступил от двери. «Кто ты?» – спросил я. Несколько секунд в трубке стояла тишина, а потом голос ответил. «Это ты. Через 3 дня». Я нервно усмехнулся, но почему-то совсем не было смешно. В этот момент раздался новый звук, не за дверью, теперь он доносился из кухни, будто там кто-то ходил, очень медленно. Я замер, в квартире кроме меня никого не было. Я был уверен. «Не иди туда», — снова сказал голос. «Если увидишь его раньше времени, все закончится». По спине пробежали мурашки. «Кого?» – прошептал я, но ответа не последовало. Связь оборвалась. Я остался один, в полной тишине. Именно тогда на кухне что-то упало, громко, словно кто-то специально сбросил предмет со стола. Сердце начало колотиться. Я медленно взял нож со стойки возле двери и пошел по коридору. Каждый шаг давался все тяжелее, потому что я чувствовал, на кухне меня кто-то ждет. Я остановился возле кухни, стараясь прислушаться. Тишина, полная тишина. Словно несколько секунд назад там ничего не падало. Я медленно заглянул внутрь. Кухня была пуста, но на столе лежал предмет, которого раньше там не было. Фотография, старая, черно-белая. Я подошел ближе и почувствовал холод по всему телу. На фотографии был я, стоящий в своей квартире. Именно в этом коридоре, именно в этой одежде. Фотография была сделана совсем недавно, буквально несколько минут назад, но я был дома один, по крайней мере, так мне казалось. Я перевернул снимок. На обратной стороне была надпись «Осталось 3 дня». Я резко отбросил фотографию. В этот момент телефон снова завибрировал. Неизвестный номер. Я ответил мгновенно. «Ты нашел снимок?» – спросил мой голос. Я почувствовал, как внутри все сжалось. Что происходит? Кто ты такой? На этот раз голос ответил сразу. «У тебя мало времени. Через 3 дня он придет за тобой». «Кто?» Несколько секунд тишины, а потом я услышал: «Тот, кто стоит за твоей спиной». Мое сердце остановилось. Я медленно поднял взгляд на кухонное окно. В стекле отражалась комната, и в отражении
Позади меня действительно стоял человек. Я застыл, не в силах пошевелиться. В отражении окна стоял высокий мужчина. Он находился всего в нескольких шагах от меня. Но когда я резко обернулся, позади никого не было. Кухня оставалась пустой. Я снова посмотрел в окно. Фигура все еще была там, неподвижная, молчаливая, словно наблюдала за мной. Именно тогда телефон снова заговорил. «Не смотри на него долго, он заметит». Я резко отвел взгляд. «Кто он такой?» – крикнул я. В трубке послышалось тяжелое дыхание, а потом мой голос тихо произнес: «Я до сих пор не знаю». По коже пробежали мурашки. Но он появляется только в отражениях и становится ближе каждый день. Связь снова оборвалась. Я посмотрел на фотографию. Осталось 3 дня. Теперь эти слова казались намного страшнее. Всю ночь я не спал. Закрыл все окна, накрыл зеркала простынями. Даже выключил телевизор. Мне не хотелось видеть никаких отражений. Утром все выглядело нормально. Солнечный свет, люди на улице, машины. Я почти поверил, что ночью мне все показалось. Но когда зашел в лифт, увидел его снова в металлической стенке кабины. Он стоял позади меня, намного ближе, чем раньше. Я резко выскочил из лифта, сердце колотилось как сумасшедшее. Люди вокруг ничего не замечали, будто видели только меня. Вечером телефон зазвонил раньше обычного. 2 часа 58 минут, неизвестный номер. Я ответил сразу, мой голос звучал испуганнее прежнего. Он уже близко. Слушай внимательно. Завтра ты найдешь дверь. Не открывай ее никогда. А потом я услышал еще один голос, не свой, прямо в трубке. И этот голос тихо засмеялся. Связь оборвалась. Я еще несколько секунд держал телефон возле уха. В голове крутились его слова. «Завтра ты найдешь дверь». Какую еще дверь? Я жил в этой квартире уже несколько месяцев и прекрасно знал каждую комнату. Никаких странных дверей здесь не было. По крайней мере, я так думал. На следующий день я вернулся с работы поздно вечером. В подъезде горел тусклый свет, лифт не работал. Пришлось подниматься пешком. Поднявшись на свой этаж, я остановился, потому что увидел кое-что странное. В конце коридора появилась дверь. Старая деревянная дверь с облезлой краской. Я был уверен, ее здесь никогда не было. Никогда. Несколько секунд я просто смотрел на нее. Потом подошел ближе. На двери не было номера. Не было замка, не было даже ручки. Только небольшая надпись, написанная черным маркером. 303. У меня пересохло в горле. Телефон тут же завибрировал. Неизвестный номер. Я ответил мгновенно. «Не подходи к двери», — сказал мой голос. Но было уже поздно. Я стоял прямо перед ней. И тогда услышал звук. С той стороны кто-то постучал. Тук, тук, тук. Точно так же, как тогда в моей квартире. Я сделал шаг назад, и в этот момент дверь медленно начала открываться сама. Миллиметр за миллиметром изнутри потянуло ледяным воздухом. Коридор за дверью был абсолютно черным, слишком черным, а из этой темноты на меня смотрели 2 бледные человеческие глаза. Я не мог пошевелиться. 2 бледные глаза продолжали смотреть на меня из темноты. А потом я услышал голос, свой собственный голос. «Не заходи сюда». Телефон выпал из рук, потому что этот голос звучал не из трубки. Он доносился из-за двери, прямо из темноты. Я сделал еще один шаг назад, но дверь открылась шире, и тогда я увидел его, себя, точно такого же, только измученного, постаревшего, с темными кругами под глазами. Он стоял по другую сторону двери и смотрел прямо на меня. «Ты», – прошептал я, он кивнул. «У нас мало времени». Это оно идет. Я хотел спросить, кто. Но в этот момент из глубины коридора раздались шаги. Тяжелые, медленные, неестественные. Мой двойник резко побледнел. «Закрой дверь. Сейчас же». Шаги становились все ближе. И тогда я впервые увидел силуэт. Очень высокий человек. Слишком высокий. Его руки касались пола, а лица почти не было видно. Только огромная улыбка. Широкая, нечеловеческая. Существо приближалось. Медленно, но без остановки. «Оно приходит за каждым, кто отвечает на звонок», — крикнул мой двойник. «Я пытался предупредить тебя. Все эти звонки — это был я. Теперь все стало понятно. Фотографии, отражения, сообщения. Все предупреждения отправлял я сам, из будущего. Но было уже слишком поздно.
Существо подошло совсем близко. Мой двойник посмотрел на меня и грустно улыбнулся. «Закрой дверь, пока еще можешь». Я изо всех сил толкнул ее. Дверь начала закрываться. Существо резко ускорилось. Впервые за все время оно побежало. И за секунду до того, как дверь захлопнулась, я услышал крик, потом все исчезло. Коридор снова стал обычным. Никакой двери больше не было. Никакой темноты, никакого двойника. Прошел месяц, звонки прекратились, жизнь постепенно вернулась в норму. Я уже начал забывать обо всем случившемся, пока однажды ночью не проснулся от звука телефона. Я посмотрел на экран 303, неизвестный номер. Несколько секунд я просто смотрел на экран, а потом заметил кое-что еще. Под номером появилась фотография звонящего. Это был я, только намного старше. Я ответил и услышал собственный голос, очень уставший голос. «Слушай внимательно. Через неделю все начнется снова. И на этот раз дверь откроется полностью». А вы бы ответили на звонок в 303, напишите в комментариях. И если хотите еще одну страшную историю, обязательно подпишитесь на канал.